Ну, привет, моя прелесть. Все понял. Берем лишнее, ставим нужно. Готовимся к монтажу. Этот джойстик от коробки уже мерит Astronix. Я сюда устанавливаю кнопки круиз-контроля. Здесь их не было. Привез два джойстика, просил переставить на это. Вот как это выглядит. Загоняем машину. Короче, сегодня у нас третий день подключения. Механика у нас завершилась практически. Были нюансы. Они у нас вчера выяснились. Когда сняли коробку, ну, это часто бывает, значит, у нас потек сальник коренной, или корзину, и поняли, что у нас выжимной подшипник имеет меньший диаметр, чем втулка на коробке. Оказалось, что был приобретен не тот выжимной, пришлось его тоже опять же менять, тоже ушло на это время. В итоге вчера коробку все-таки поставили, но уже поздно, вечером, так сказать. Поэтому электрику продолжаем подключать уже сегодня. Сегодня у нас осталось проложить все оси от АКПП до кабины, подключить все необходимые провода, линии и выполнить проверки. Этим сегодня и займемся. Надо посмотреть, где он шипит-то так сильно-то. Воздух махом ушел, который накачал. Где-то шипит он. Ну вот уже собрана вся электрика, механика также собрана, все готово к пуску. В ходе испытаний стало понятно, что коробка не включает передачи. При этом не выдает никаких ошибок. По диагностике не видно явных каких-то проблем, но спустя некоторое время стало видно, что обороты первичного вала и двигателя не совпадают. То есть они у нас в статичном режиме должны быть либо у нас выжато сцепление, либо отжато, отпущено. То есть, ну, соответственно, они должны быть либо 0, либо равны оборотам двигателя. Ну, пока никак. Ничего не работает. Может, калибровать что-то надо там? Ничего не надо там калибровать. Он либо работает, либо не работает. А посмотреть можно, как он ходит? Сейчас я еще сниму, смотрю. Очень странные обороты у нас ходят, короче. Входной вал, обороты должны быть равны мотору. А здесь 400 на входном валу, а на моторе 600. Она сразу выжимает, ты запускаешь, она сразу выжимает сцепление, естественно, будет меньше. Выжимает вообще. Она вот сразу, у нее шток, раз, тык, она сразу... Может, он короткий тогда получается? Может, он не может довыжить? Если он сразу выжимает, значит, у меня тогда вообще 0 должно быть. У тебя, по идее, да, он должен... 450-500 оборотов есть. Но она в любом случае будет по инерции у нас... Ни хрена себе по инерции. У нас 205, он, ну, оборот большим все равно вращается. Эти. Может, конечно, не довыжим быть. Может быть. Ну, надо, может, попробовать ему удлинить шток, он больше мог выжить. Из какой арматуры сейчас его отпилить резко? Арматуру Да. поставить. Для без пробы. шара. Ну, типа, да, без шара. Пока для пробы. Потом уже, если что, облагородить. Ну, Ну, на полсантиметра надо удлинить его, короче, попробовать. Если он выжимает, обороты на 0 должны падать, он иначе не включит передачу. он видит, да, обороты? Обороты видит, да, знаешь. Не дожимает. Ну, единственное, что меня смущает, то, что он чек пишет вообще всегда. А в этот момент, когда он пишет «проверьте», ну, может, он из АБС пишет, конечно, что АБС горит. Хотя не должен. У Яндара из АБС не работал. Кто? Коробка не работала. Нет, это автомат, режим, да, режим автоматический, ручной это должен, да, ручной должен включаться. Короче, если надо колдануть, попробовать с ПГУ. Ошибок никаких нет, единственная ошибка загорается, это по сцеплению. Выжимной подшипник 20 рублей стоит. Угу. Я вчера ему позвонил, говорю,
Я изначально вас предупреждал, коробка автомат Астроник. Угу. Вы сказали, да, отправили, а тут сцепление на механику. Угу. Возникли трудности. Такие пока непонятно, как решать. Прикольно. Главное, все пишет типа ок, но ни хера не работает. Несовместимость, что-то другое. Если бы была совместимость, она бы ругалась на этот, ну, на совместимость, соответственно. Она на линию не ругается вообще, все четко. Скорее всего, со сцепухой проблема. Как бы, может быть, с ней проблема есть, а может нет, это не точно. Отстрелит? В том-то и дело, он именно отстрелен. Посмотришь, его не отпустил до конца. Надо что-нибудь придумать. Да не отпустила? Нет, вот да. А, прям мне прям в лицо отлетело? Да. Ты говорю, отойди. Дальше отойти? Сейчас он давит. Нет, зажигание же выключено. Не должен давить, я думаю. Сейчас. Вот, зажигание выключено, все, по идее, ну, теперь можно обслуживать. Что-то там, короче, не то. Как будто бы. По проводке или по механике? По проводке проблем нету, это точно. Опять была проблема с водкой. С водкой вообще не знаю, никогда не было проблем. Короче, с электропроводкой не было проблем. Да. Шток короткий. Сцепление нормально. Наверное. Это еще не точно. Надо на ходу проехаться. Обычно так не должно быть. Ты должен поставить и должно работать. Ну, как говорится, еще башка пока что варит. Все, теперь на 0 падает. Сейчас включил ты, да? Нет, ну, не нажимал тормоз. Он без тормоза включает, если Без что. тормоза? Да. Во. Теперь обороты первичного вала 600. А были 450, там 500. Ну, изменения я вижу. Он на 0 падает. Все, заработало. Да. В смысле, почему? Смотри, теперь заднюю как включить. Значит, нейтраль. Задняя. Сейчас. Вот так. Не врубил, может быть, вращается этот хвостовик. Карданное место и проехать надо посмотреть. Да, надо кардан будет поставить, потому что без кардана он сейчас может вращаться. Выходной вал. Чуть-чуть даже вращение. Чтоб датчик видел, что он стоит, да? Да, тогда он врубает передачу. Стартовую. Что вы туда засунули? Просто какой-то цилиндр? Щиток какой-то регулируемый. А, регулируемый? Да. М. Ну, 2 щитка таких, раскрутил его. Настолько тоньше сделал, поставил. Всё. Понял. Ну, значит, надо теперь этот шток переделать. А вот это на БС что загорел опять? Это уйдет, когда поедешь. Там 10 км в час я нас кинул. Да, я обнулял ошибки. После обнуления загорается чек. Я еще что думаю, смотри, Серег, длина же определенная должна быть. Я думаю, нет, он должен сам калиброваться. Ну, сейчас он, короче, что сделал? Постепенно, при износе сцепления, лепестки-то отходят. Ну, это тоже верно, да. Ну ты имеешь в виду, что в принципе меняются параметры. Параметры, они постепенно должны калиброваться. У нас по мере износа, он наоборот, будут лепестки еще дальше уходить, а он еще будет ближе сюда. Все понял, то шток, наоборот, длиннее нормально. Изменения, короче, сразу. Вот с этой штукой. Во-первых, после накачки воздуха он сделал то, что он обычно делает. Ну, это видно по изменению оборотов. То есть обороты начинают проседать. Проседают, да, он раза 3, по-моему, пробует. И все, и потом раз, и нейтраль выбросил. То есть прошла процедура калибровки сцепления. Вот. Автоматом, да? Да, он каждый раз калибрует. То есть ты запустил, он бжик, 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 и все. Я сейчас попробую сделать шток вообще регулируемый. Вот этот оставим, он нормальный. А у него шарниры или он квадратный? Да, такой же. Нет, тут просто он маленький, нет больших шаров. Шарниры должны быть нормального размера, иначе он быстро сточит. Да, не слишком тонко там. Ну вот этот напополам и удлинить его. Да, либо этот удлинить. А еще послушай, тут нюанс какой. А он буксовать не будет, чуток сейчас удлиним. Мы удлинили его, нет, он не будет. Наоборот. Он наоборот, он в принципе такая сейчас, он в передачу включит, я думаю, он сцепление полностью отпускает ведь нас. Ну, короче, смотри, сцепление он выжимает. Почему? Потому что я вижу, как обороты падают на 0. Когда включаешь передачу, он же выжимает сцепуху, и я вижу, первичный вал на 0 падает. Андрей, сейчас он откалибровал, давай сейчас запустим, я посмотрю, как он запустится.
Как он двигается? Когда начнет вращаться, все, как включит передачу, я проверю, как он на шток. Если до конца дошел, я в этот же размер шток и делаю так. Ну давай. Вот это разрезаем, это размер. Давай. Что Сейчас тогда? наша задача кардан повесить. Да? Потом, после вот этой всей процедуры. Сейчас шток, да, а потом вешаем кардан. Да. А потом делаем тест-драйв. Да. И радуемся. Нейтраль горит, вон. Так и должно быть? Да. Ну, энк. То есть он видит, а до этого было что? Чек. Проверьте. Что проверить? Хер его знает. Она не писала никаких ошибок. Как обычно, все-таки переделка. И есть, как говорится, нюансы свои. Да, зажигание сейчас включено. Выключить? Да, выключи заново просто. Выключил. Включаю. Выжил до упора. Так. А я вижу, как да, больше вышел на порядок. Да? Давай запусти его, включи передачу. Сейчас, секунду. Там хвостовик может вращаться, если что. Аккуратно. Да, все будет хорошо. Миш, Да. а слабо нарезать резьбу? Мне не слабо, только На этом что это? какую? Сейчас надо этот диаметр померить, вот этот и этот, и резьбу замерить. Если Резьба тут десятки должна быть. совпадает, то нарезать-то мы сможем-то, что тут делов-то, господи. Нарезаем так, Да. у нас шток регулируемый, с хорошим. Это тоже для ПГУ? Ну да, это цепление, шток цепления А. регулируемый. Зил. Русские запчасти, Да. короче, выручают нас. Отечественный автопром. Да. Сейчас вот М12, М14. Сейчас щиток на место кугу ставим, Все, сейчас кардан вешаем. делаем сборку, все полностью собираем и тест-драйв. Все, запуск. Ну и дальше выяснилось, что накануне наши ребята, когда устанавливали корзину, корзина была со сцеплением в сборе, куплена с механической коробки. Там идет другой выжимной подшипник. Он, во-первых, диаметр другой имеет, внутренний, естественно, его было не поставить вместе с этой коробкой. Они заменили выжимной подшипник, и его параметры были другие по длине. Плюс у нас по диагностике не совпадали обороты. Ну, было принято решение попробовать удлинить шток, ну, то есть поизменять его длину. Мы его удлинили примерно на сантиметр, после чего запустили двигатель, накачали воздух, я подключил диагностику, ну и в какой-то момент стало понятно, что коробка полностью выжила сцепление, отпустила его, обороты двигателя и первичного вала выровнялись, и коробка вошла в рабочий режим и наконец-то заработала. Калибровалась, вот сейчас опять. Все, теоретически, да. Сколько он весит? Немного. Но долго держать не прикольно. Желательно. Практически завершили работы по этой машине. После подключения электроники тестировал все системы, коробку, двигатель. И во время тестов выяснилось, что у нас коробка не выходит в рабочий режим, не включает передачи. И самое главное, не выдает никаких ошибок. Вот. То есть было абсолютно непонятно вообще, что делать с ней. Какое-то время, слава богу, это было недолго. После тщательной диагностики ради эксперимента попробовали удлинить шток. Почему это сделали? Потому что у нас выжимной подшипник с этой корзиной сцепления, с этим комплектом, был от ручной коробки, и он был по размерам больше. Соответственно, мы решили шток удлинить примерно на сантиметр, поставили его, сцепление прошло автоматическую калибровку, процедуру автоматической калибровки, и все заработало. Коробка встала в нейтраль, стала в готовность к работе, проверили, включили передачи, вперед-назад. Кардан у нас снят, поэтому, естественно, поездить пока еще не получилось. Но основные именно все функции, все работает, все датчики в коробке, все обороты, все четко показывает. Ну, в принципе, сейчас осталось поставить только кардан и выехать с бокса и проверить ее на ходу. В принципе, по моей части там все абсолютно готово и все работает. Но я с ней уже завершаю, ну а парни уже дальше будут сами проверять.